А, С Рустамом как раз вчера разговаривали и сегодня про самоуправление и немножко близкое понятие, которое вынес гибкое управление. Слово agile, наверное, всем знакомо. Как переводится, кто не знает? А еще? Гибкий. Вот. Есть два прекрасных слова – бережливое и гибкое. Бережливое – это корпорация Toyota сделала у себя, все просто решили, как сказать, распространить в массы их опыт. А второе – это гибкое управление, гибкая разработка, гибкое то, гибкое сё. Так вот, если приходишь к хорошему консультанту, спрашиваешь его, а что такое гибкое? Ссылки на манифесты, конкретные технологии. Я говорю, ну а конкретно-то что? Что происходит-то? Он говорит, ну, наверное, люди сами как-то там делают что-то. Вот. И действительно делают, люди делают, и разные технологические IT, там, высокотехнологические компании, вот, те, кто занимались технологиями там, в 60-х, 70-х годах, потом айтишники это начали продвигать в 80-х, сейчас это всякие стартапы, всего что только возможно, решали простой вопрос скорости, гибкости и качества сложного производства. Ну, как сделать машину Toyota, когда у нас разрушена страна войной, а нужно еще продавать машину, вот, например, корпорация Toyota это сделала. И как считать каждый винтик. В IT там просто сложность иногда продукта такая, что непонятно, вот как высказывал Рустам, можно разработчику просто верить. Да, оно будет разработано. Как? Не знаю, верь мне. Вот. Соответственно, есть некоторый пункт с тремя вопросами, как среди людей, которые, как это называется, гномов все смотрели. Воровать трусы. То есть решать вопрос сложности, гибкости, качества сложного производства. Профит в виде самоуправляемых организаций. Вот мы находимся в этих трех вопросах. Мы пока воруем трусы. Ничего лучше, мы знаем, как управлять производством, мы понимаем, как наладить бизнес-процессы, мы понимаем, как нарисовать их, как это перевести так, чтобы люди сами могли организовать это производство, да еще и качественно, мы в среднем не знаем. На это есть куча методологий, прекрасных слов, книжек, но они все сводятся к тому, что это манифесты. Все хорошее против всего плохого. Отлично, теперь мы, вооружившись этого, давайте сорганизуем весь зал и построим экосистему самоуправляемых кооперативов. Кто-то быстро может это сделать, буквально за 5 минут, я не умею. Но манифестация очень хорошая. Еще один прекрасный набор – принципы социократии, та же копилка. То есть мы имеем набор прекрасных тезисов, которые нам прекрасно говорят, как должно быть, как идеальный мир выглядит. Фредерик Лау написал, что это самоуправляемые команды, целостные, с высокомотивированными сотрудниками, которые сами все прекрасно сделают. Только проблема в том, что он подменял самоуправление, когда люди действительно сами объединились, имеют владельцами этой компании, способны этой компанией управлять, высокие компетенции, понимая, для чего они это все сделали, с тем, что называется гибкое управление. Это когда мы на самом деле, у нас есть реальный бизнес-процесс, есть реальное управление, и мы насаживаем сверху некоторое гибкое управление, чтобы работало чуть-чуть как-то получше, ну и мы подсократили средний менеджмент. Вот того, этого и вот того. А вы теперь команда организуйтесь и сделайте все то же самое, что мы делали до этого. Так вот, управление и реальный процесс производства, разработки чего-либо – это две разные вещи. Вот те, кто любят социократию и обсуждают в консалтинговских чатах, прекрасно они говорят про вот это. Реальный процесс управления. А как реально управлять? Но есть еще реальное производство. Это когда мы приходим к программисту, девопсеру в IT-компании или на производство, на завод и спрашиваем, а будет к 4 часу готово, а? И человек говорит, ну вот видишь, оно в конвейере стоит, вот куда-то там потечет. И ты понимаешь, не будет.
Вот хоть как зауправляйся, организуй митинги, прими прекрасные принципы, расскажи, что иначе будет катастрофа. Ну вот конвейер движется со скоростью самого узкого места. И это реальный процесс производства, это реальность в некотором смысле, то, что мы этот. А наши прекрасные бирюзовые мечты и то, что описал Фредерик Лалу, он описал половину примеров, которые закрылось, оставшаяся половина примеров, которые работают в принципе не так. Собрал их, объяснил, что есть некоторый восходящий тренд самоуправления, усложнения управления, описал это границами и сказал, вот, наверное, мы придем туда. Описывал он это немножко, вот если смотреть из книжки, которая была написана 20 лет назад приблизительно, а если говорить про спиральную динамику, это еще более ранее, в точку, где мы сейчас, то мы имеем дело вот с этим делом, с реальным процессом производства. У нас работают заводы, которые достаточно могут автоматически все делать. У нас там работают IT-команды, которые тоже понимают, что делают. У нас все прекрасно может работать. Но когда мы говорим про его мечту, а теперь, ребята, соорганизуйтесь и на некотором целенаправленном ощущении общности управляйте всем этим, ну, это вот как бы хороший пример продажи, который он осуществил. Он продал хорошую идею, которая блуждает среди умов. Есть даже, я скажу, удачные находки среди этой идеи. То есть, например, гибкий процесс разработки. Это удачная находка, которая позволяет действительно сделать процесс гибче, как-то там его настроить. Канбан, бережливое производство, тоже удачная находка, которая позволяет повысить эффективность конкретного производственного процесса. Помещаем карточки на досочки, все быстро катится. Но это набор паттернов. Сократия 3.0, когда я ее прочитал и начал выстраивать ее как некий целостный бизнес-процесс, это набор паттернов, это поваренная книга. Это как можно взять зарплаты прозрачные и ничего не сказать, как они должны быть прозрачны. Могу открыть бухгалтерию, там ФНС может знать бухгалтерию. Вот я прозрачная организация, если ФНС знает мою бухгалтерию. Ну, да для ФНС, наверное, прозрачная. А если у меня просто там, я с людьми рассчитываюсь, я прозрачный или непрозрачный, если я налоги плачу? Вот вопрос. Или еще прекрасный пример паттерна, вообще великолепный. Люди должны сами понимать, какие задачи им взять. Вот просто сами. Они это должны взять. Ну, наверное, придумать в голове. Вот эта задача мне нравится, я ее возьму. Вот. На самом деле, все, что сказал Лао, и дальнейшие люди, которые в холократии и социократии применяют, это вот это. Это что самоуправление позволяет убрать средний менеджмент. Мы оставляем работников, которые работают, и топ-менеджмент, который стратегии пишет. И этого может быть достаточно. Если мы организуем так работников, чтобы распределить уровень ответственности между ними и уровень стратегического развития, который, в принципе, по компетенциям часто им недоступен. А если мы еще сделаем прекрасные вещи, которые нам советуют в виде автоматизации, то мы еще сократим рабочих. В классическом менеджменте это называется сокращение издержек. Мы повольняли половину сотрудников, и компания стала гораздо лучше приносить прибыль. Ну, это хорошее решение, и консалтеры, конечно же, будут продвигать бирюзовые организации везде. Вы просто вот этих увольте, а этим нагрузите ответственности дополнительной. У вас все пойдет. Но, к сожалению, у нас тоже быстрая находка, которая всем стала внезапно понятна. Что правило, когда мы так сделали, правила выполняются только тогда, когда они понятны и приняты людьми. Если мы сказали, что вы теперь в кругу должны сами решать, как там вам сделать результат, то они там напридумывают такое, что можно очень удивиться. Причем на грабли понаступают все. Но если они это не приняли, не прожили и не поняли, то будет прекрасный тезис, который будет скажен, например, старшим разработчикам: давайте все документировать. Вот надо, вот все надо документировать. Хороший принцип. Я подчитал его из книжки буквально вчера.
скажет старший разработчик, все джуны, да, классно, документация, давайте еще автодокументацию введем. Запишут это где-нибудь. Может быть, даже плакат сделают, автодокументация, основа проекта, и не будут ничего делать. Потому что управление, гибкий процесс управления, это не про то, что мы написали один раз принцип. Это не про то, что мы даже его поняли, мы можем его прекрасно понять. Это то, что мы в практике цепочкой обратной связи, и чем важен менеджер-то на самом деле, что он обратной цепочкой связи приходит и говорит, у тебя не работает. Нет, ну ты 10 раз отчитался, что у тебя работает, но я пришел к заказчику, он мне сказал, ребята, это просто швак, выкиньте, пожалуйста, это у вас не рабочее. И сколько мы бы не выстраивали цепочку обратной связи без того, что правила были приняты и поняты, и применяются на практике, мы не получим эффекта самоуправления в отдельной даже взятой команде. Сколько бы ни прочитали Agile манифеста, он прекрасен. Подписываюсь под каждым его словом. Вот. Но самое важное, что весь этот процесс начался тогда, когда мы перестали понимать, что мы делаем. Мы в какой-то момент перестали понимать, какой продукт мы разрабатываем, какой продукт производим. Он очень сложный. То есть разработайте ИИ за день. Ну как, иначе мы выпадаем из гонки ИИ. Вы что, не знаете? А то, что нужны институты, то, что это порождает вот этот фактор, сложность управления, и то, что вертикальные структуры с какого-то момента перестают работать на этом факторе, управляемый процесс сложнее, чем инструмент управления. Мы как бы сказали, ну давайте просто сорганизуем людей, у них же есть прекрасные принципы. Вот с этим всем мы столкнулись, когда мы начали перекладывать поваренную книгу «Социократия 3.0» в достаточно понятный бизнес-процесс, который можно заложить. Вот. И применять его на практике. Потому что одно дело – это я высказываю напряжение там, на прекрасной ретроспективе, а другое дело – понимаю, что с этим делать. Если у меня напряжения не хватает, там, не знаю, для развития проекта 5 миллионов, то сколько бы я ни думал, визуализировал, сидел, медитировал над этими 5 миллионами, они не появятся. Вот в этом есть проблема, что не только, кстати, социократия 3.0, но еще большинство нынешних систем управления, которые должны нам помогать справляться с этой сложностью, является набором хороших рецептов, которые сработали у соседа. Вот у этих ребят сработали, а у этих не сработали. А эти поняли, как доточить так, чтобы сработало. Ну, кто-нибудь способен из вкладки супы сделать полноценный обед? Я вот не умею, вот честно. Мне скажут, вот есть книжка 100 лучших супов мира, давай ты сделаешь обед. Из первого, второго и десерта. Вот так же у нас работает скрам, agile, бирюза, вот это все. Это вот приблизительно об этом. Что давайте вы обед сделаете из того, что мы это. У нас же сработало, у вас, наверное, тоже. Но без целостного процесса невозможно применять это на практике. В той же социократии процесс не целостен. Там нет ни одного бизнес-процесса, как описанного как целостного, который можно применить на практике. Там есть набор паттернов. Каждый паттерн был проверен. Я нашел часть даже первоисточников, откуда они заимствованы. И либо придуманы и использованы конкретной компанией. Хорошие паттерны, все. Вот, все, которые написаны, отлично. Без целостного процесса мы не можем сказать, почему у нас ретроспектива идет в конце процесса разработки, а не в начале. Без этого целостного процесса мы не можем сказать, нам нужен конкретный руководитель в команде, как роль, или не нужен. Там это не описано тоже. И это вызывает, ну, как минимум в разработке ПО, следующий достаточно понятный процесс, что мы ищем некий оптимальный поток создания ценности. Если термин не знаком, то поясню. Это просто процесс получения продукта конечного. Вот у меня есть морковка и лук, а я хочу суп. Вот продукт — это суп, и что мне надо сделать, чтобы суп получился? И не только в качестве рецепта нарежь картошку,
а еще и в качестве понимания как опыта. Еще как-то еще передать его надо. И здесь у нас появляется ключевой фактор, который на примере развития open source и S3 мы нашли, что вообще-то гибкое управление, а еще и самоуправление — это баланс ответственности, автоматизации и результата. Что мы можем прекрасно сделать низкоквалифицированными сотрудниками результат, который не нужен никому. Его повторяли 1000 раз. Или нанять супергигантскую команду, на которой будет ползти со скоростью черепахи, без автоматизации. Она будет супермотивированная, и будет все интересно. То есть это некий баланс того, чего мы хотим получить, как мы этот процесс выстраиваем, это к вопросу цифровизации, автоматизации, какие инструменты применяем для того, чтобы его получить результат. И некой ответственности, которую, соответственно, так пропагандирует самоуправление. Есть ряд хороших примеров типа Scrum, GitLab Flow, но они все заточены на некий ограниченный продукт, не универсальный. То есть, например, GitLab Flow предполагает, что человек прекрасно зашел в репозиторий, начал чего-то коммитить и вот помогает всем. И у нас есть DevOps, который там что-то постит, ну там реальный продукт появляется на сайте. И вот это описывает GitLab Flow. Как это связано с тем, что задача будет поставлена? Никак. Там этого не описано. В скраме говорится, люди собрались, пришел продукт-овнер, которому, наверное, озарила светоч голова, рассказал команде разработки, как разрабатывать, упаковал это в некоторый недельный спринт по задачам, она все выполнила, и все счастье. Про тестирование вообще ничего не описано. То есть набор предполагает, что у нас сразу же хороший продукт будет. И вот таких моментов очень много. То есть мы на самом деле находимся в некоторой точке, которая достаточно специфична. Это вопрос, который ставил Рустам в своем докладе. У нас сложные продукты мы хотим, ну, потому что мы доросли как цивилизация, до этого, не знаю, там, ну, просто так получилось. Либо мы там потребности рынка описываем, ну, там, по-разному можно объяснять. У нас есть люди, которые компетентны, чтобы это сделать. Можно тоже объяснять там американским образованием, советским образованием, неважно каким образованием. То есть люди способны. У нас даже есть инструменты, которые позволяют это сделать. Тоже разные. Но мы не понимаем, как это уложить в процесс управления, потому что каждый конкретный продукт приводится к тому, что мы ищем набор инструментов, которые его автоматизируют. То есть, например, когда мы разрабатывали S3App, мы тут же обнаружили, что в наборе этих паттернов отсутствует объяснение, почему напряжение должно быть снято и забыто. Например, в Scrum в ретроспективе в одной из книг я нашел, почему, например, напряжение должно быть снято и забыто. Но если оно больше не проявляется, то его надо забыть. В социократии очень много сложного подхода применяется. Из-за этого автоматизировать ее в лоб не получилось. Мы потратили там где-то год на осмысление того, что применять практики в лоб не получается, приходится их дотачивать. А как только мы их дотачиваем, это на самом деле уже не социократия 3.0, не холакратия, это какой-то другой инструмент, который мы продолжаем называть по привычке тем же самым, но на самом деле он не имеет никакого отношения к этому инструменту. К чему я это все веду? Что более сложный процесс требует сложного управления. Цифровизация у нас процессов управления происходит не потому, что у нас цифровые технологии появились, а потому что процесс стал сложнее. Мы ищем самоуправление не потому, что у нас мы хотим переложить ответственность на сотрудников, хотя это тоже есть. Потому что процесс уже такой, что специалист на месте более квалифицирован, чем управляющий, который к нему назначен как управленец. Он не понимает, что он говорит вообще. То есть проблема птичьего языка. У нас некоторые инструменты такие сложные, что специалиста, который с ним может разобраться, один в мире, два, за которых просто корпорации борются. Ну, потому что он нужен сейчас, и если он в вашей команде, значит, вы выиграли. А если он в команде соседа, значит, выигрывают они.
И представив к нему специалиста, который просто не может с ним общаться, мы получаем результат, что сделай мне вот это, так оно вообще так не работает. И лучше дать ему самоуправление в своей хотя бы роли, зоне ответственности, чем объяснять управленцу, что должны мы получить в итоге. Ну, потому что этот специалист, скорее всего, знает лучше, раз он единственный в мире. Сама же социократия, холократия привлекает вот этими паттернами управления. То есть простыми и местами, ну как сказать, точнее, простыми и правильными решениями, но узкими. То есть вот сделай так, будет работать. Но подразумевает как раз вот этот эффект, что люди, которые ее применяют, уже прошли канбан, скрам, бережливое производство, поварились в компаниях, активно все знают, применяют и при этом любят свое дело. То есть мы изначально стараемся нанять сотрудника, который это все умеет. И проецируем на него вот это требование. Да, потеря таких сотрудников приводит к тому, что компания просто откидывается назад на несколько месяцев. Потеря их культурной общности – это вообще катастрофа. Они перестают друг с другом разговаривать. Внедрение это методом, ну, как сказать, насильственным – это вообще невозможно. Они просто уходят, и все, что им не нравится. Потеря мотивации, когда мы говорим, ну, мы же там, не знаю, там большие деньги или там очень классный проект – а человек не мотивирован становится. Это все тезисы, которые как идеал. То есть у нас есть, в принципе, люди, которые так умеют, и идеал, который мы им навязываем, как некоторый ориентир. Что, а давайте самоуправляться. Человек просто пришел поработать, ему не хочется брать ответственность. Он и не умеет эту ответственность брать. Если брать начального разработчика, там, ну я терминами IT больше скажу, джуна, он и не умеет управлять, он слово задачи не понимает. Если взять сеньора, которому из одной строчки можно написать, вот сделай, пожалуйста, вот эту одну строчку. Он говорит, да, понял, это как мы 2 месяца назад делали. Я говорю, да. И человек говорит, а все, мне ничего не надо больше. Или с джуну надо, чтобы кнопочку передвинуть на 5 пикселей влево, а потом на 3 пикселя вниз, а потом покрасить с фиолетового на красный, а с красного на зеленый, и, пожалуйста, еще чего-нибудь. То есть мы пытаемся самоуправление бирюзу проецировать как идеал управления. А на самом деле нам требуются тезисы, которые действительно в той же социократии подчеркнуты. Гибкое управление, бережливое производство, низкие потери при производстве и управление, которое позволяет быстро изменить результат. Главу в своей книге хотел самоуправляемых организаций, но при этом не убирал управление владельцев. На самом деле он имел в виду гибкое управление, чтобы организации способны были выдерживать сложный ритм и внешние условия. И его идеал, который мы пытаемся проецировать, это, скорее всего, не идеал, который мы сможем достичь. Спасибо. Аплодисменты Федору. И, Федь, ты один из самых последовательных практиков самоуправления, кого я лично знаю, который понаступал на многие грабли параллельно с нашей группой. Мы с Федором знакомы, получается, уже лет 6 точно, а то и 7. Можешь сказать свое вообще текущее восприятие этой истории, потому что, и ты явно говоришь, и между строк все это пронизано неким пессимизмом по отношению к самоуправлению, и ты заканчиваешь вполне уже такими бизнесовыми словами, что бережливое производство, снижение издержек, владельческий контроль и так далее. А вот как вообще, на твой взгляд, может быть устроена компания, которая, и на основании некого этического принципа, и на основании того, что если мы включим людей в долю от доходов предприятия и создадим какие-то институты их выращивания и включения в какие-то стратегические органы, насколько вообще ты веришь, что в реальном мире с имеющимися у нас ресурсами, энергией, временем это может быть массовой практикой? Или ты перестал в это верить и считаешь, что невозможно запустить это как вот какую-то рабочую модель?
масштабируемую? Нет, почему? Это вполне реальная практика. Я же сказал, что просто в идеал не надо упираться и считать, что идеал — это реальность. Мы проводили ну, вот в open source проекте в какой-то момент было требование: а давайте раскроем бухгалтерию, а давайте поймем, какие у нас расходы. Я говорю, а кто-то в принципе готов за бухгалтерию, кроме меня, отвечать? Оказалось, нет. Но в принципе людей, которые готовы нести совокупную ответственность, вышло где-то треть, половина. Ну там, по-моему, 38% или 36%. То есть треть состава, которые интересная идея, которым вкладывают, ну, это все мотивированные люди, немотивированные уходят. Только треть была готова, в принципе, пойти по совокупным граблям и как-то понаступать на них. Эти люди высококомпетентные, имеют опыт управления, понимают про эти грабли. Остальные 2/3 это люди, которые просто умеют работать. В силу пока, ну как сказать, опыта и жизненного пути они не наступали на эти грабли. То есть в этом плане ту проблему, которую я как-то слышал из медуниверситетской среды у Михи Жареного, что в принципе, если человека подготовить, он смогет. Просто мы не готовим. То есть, наверное, это не совсем Да, уместно. точнее так, мы можем подготовить, но потом нет организации, которая его заберет. Который он был бы нужен. Да. То есть есть образовательные практики, которые готовят таких людей, но потом они выпускают их на рынок, которому это не нужно. И наоборот, есть организации, которым это нужно, но почему-то они не состыкованы с командами, которые готовят этих людей. Спасибо. И вопросы? Да, он же включен. Да, у меня сложилось такое вот впечатление, вы меня поправьте. Я бы, наверное, выразил таким анекдотом старым. Помните, когда детям дали задание придумать стишки про животных, и Вовочка пришел и говорит, что у нас недавно кошка родила 3 котят. Котята выросли немножко, все 3 в партию хотят. Учитель говорит: ой, это классное стихотворение, у нас через 2 недели будет рано, Вовочка, ты еще раз расскажи. Проходит 2 недели, Вовочка рассказывает, а у нас недавно кошка родила 3 котят, котята выросли немножко, и 2 в партию хотят. Она говорит: как там, все в шоке? Он говорит: 1 из них прозрел. Вот я правильно понимаю? Я правильно понял вот ваше отношение, да, что погружаясь вот как бы в эту тему, возникает некое такое прозрение о том, что это как бы такие идеальные больше подходы, и они как-то должны либо очень гибко внедряться, либо в определенных средах, в которых они могут реализоваться. Вот можно это как-то прокомментировать? Да нет, это не подходы идеальные. Проблема как раз в этих подходах, что мы от них хотим идеального результата. Подходы-то рабочие. Ну, как компания Toyota смогла выкатиться из пустого поля в лидеров производства, просто применяя схожие практики. Компания Valve, похожие там управление, тоже смогла там завоевать какую-то там долю рынка. Другое дело, что первое, не все доходят до точки, когда, ну, как сказать, если мы называем это уже самоуправление, давайте, чтобы все управляли. А не так, что есть владелец и самоуправляемые. Вот, ну, то есть это некая непоследовательность. То есть мы желаем одного, пропагандируем одно, а получаем на практике другое. Но и все равно все упирается во время выращивания коллектива, людей и освоения этих практик. То есть тебе нужно продержаться нужное количество лет, чтобы все это второй тезис. Советская инженерная школа готовила советского инженера, который трудился на советском заводе. Американский колледж готовит предпринимателя, который работает в предпринимательском рынке. Если мы хотим кооператора к 22 годам, нам школа должна давать кооператора к 22 годам. Так, я не знаю, что это было за звук. И еще один вопрос. Да, вопрос, может, не совсем об этом, на всякий случай спрошу. А зачем крупная консалтинговая компания, которую нанимает другая очень крупная компания, для оптимизации бизнес-процессов в этой другой компании, с использованием фасилитатора, ну, соответственно, нанимает на практику к себе студентов, вузов, которые ждут в последнем году уже какого-то трудоустройства, будущей трудовой деятельности для решения проблемы вот этой огромной там многотысячной компании. То есть с вашей точки зрения зачем? Благодарю.
Спасибо за вопрос. Это самый сложный вопрос как конференция. Я упрощу вопрос. То есть крупная компания для того, чтобы отчитаться о стратегическом развитии, вкладывает большую кучу денег в консалтинговскую компанию, которая даст ей отчет, а та для сокращения издержек нанимает низкоквалифицированных работников, у которых есть уже преддипломная практика. Я же правильно все перевел? Да, в книжках пишут именно так. Да, просто зачем это происходит? По вашему мнению, именно ваше мнение. Все, Федор понял, он ответит. Ответ не знаю. Это хороший ответ на такой Да, вопрос. потому что, как сказать, кроме как заработать прибыль, другого ответа там не может быть. На самом деле просто Так, давайте комментарий. Скажи Очень- микрофон, очень пожалуйста. хорошо. Да, прошу прощения. Микрофон. Исход этого, того, что я описал, решение для компании, которая приносит невероятное количество бонусов в компании, которые решали вопрос, и невероятное количество бонусов в консалтинговой компании тоже. Но только решали вопрос, извините, студенты. И был фасилитатор, который, в общем-то, сидел, молчал. Это как бы описано в книжках, поэтому вопрос, зачем это происходит? Благодарю. Нет, если работу сделал низкооплачиваемый студент, и компания заработала кучу денег, понятно, зачем это происходит. Я сказал, то есть, кроме как получения больше прибыли, там другого ответа. Другой вопрос, у меня другой вопрос, это пример вообще великолепный. А почему у них получилось-то? я об этом, да. Потому что зачем, понятно, а почему у них получилось? Тут уже как раз вопросы к тому, кто осуществлял приемку, и в более таких горизонтальных и самоуправляемых структурах их как раз прелесть в том, что из-за этой прозрачности возрастают требования к результату и к тратам. Потому что, грубо говоря, если мы распылим миллион на дорогой консалтинг, который может сделать студент, то завтра ко мне придут и спросят, а почему мы потратили на это миллион? Может быть, стоило выплатить это в виде дивидендов или вложить куда-то? Это как раз недостаток таких классических иерархий, что из-за закрытости информации некоторые решения нерациональны. Или рациональны, но в ущерб интересам организации. Еще вопросы. Последний вопрос можно задать, но я вижу, что все хотят обедать, и, пожалуйста, в 14:30 собираемся здесь. У нас онлайн-трансляция из Ростова. Директор Кванториума Сергей Савченко расскажет, как угробил 3 фирмы с помощью самоуправления. А потом начнется оптимистическая часть.